Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю лимонный торт с заварным кремом тропиканка. Торт по данному рецепту получается настолько нежный, что пористые бисквитные коржи буквально сливаются с заварным кремом в единую начинку. Вкус торта порадует любителей мягких бисквитов и очень ароматного заварного крема с приятным привкусом лимона. Лимонный торт с заварным кремом — это отличный вариант как для домашнего чаепития в кругу семьи, так и для торжественного мероприятия. Торт много раз тестировал и подобрал наилучшие сочетания продуктов в одном рецепте. А учитывая, что вы готовите на канале Сладкий Мастер, могу наверняка сказать, что итоговый результат будет стабильный и вкусный. Друзья, более подробное описание рецепта, а также особенности мерных значений по продуктам вы можете посмотреть в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. В яйца всыпаю сахар, взбиваю на высоких оборотах миксера в течение 3 минут до получения пышной яичной массы. Вливаю кефир, недолго просто перемешиваю. Добавляю растительное масло, просто перемешиваю. Всыпаю всю муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Сначала вымешивание включаю миксер, чтобы мука не разлетелась в стороны. Затем включаю миксер и перемешиваю, чтобы сухие ингредиенты вмешались в яичную смесь. Невымешанные сгустки теста снимаю со стен чаши. Окончательно промешиваю тесто до однородности. В разъемную форму диаметром 23 см с предварительно выстеленной пекарской бумагой вливаю все кефирное тесто. Убираю форму с тестом в разогретую до 170 градусов духовку на 50 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой, не вынимая форму из духовки. Для приготовления заварного крема в кастрюлю с толстым дном, предварительно установленной на плите, вливаю молоко. Добавляю сахар и соль. В яйца всыпаю кукурузный крахмал. Тщательно перемешиваю ручным венчиком, чтобы крахмал полностью разошелся в яйцах. Помешивая в несколько приемов порциона, добавляю половину горячего молока в яично-крахмальную смесь. Количество молока определяйте на глаз. Переливаю яично-молочную смесь в горячее молоко. Непрерывно помешивая, увариваю массу до получения заварной основы. Как только заварная основа загустела, выключаю огонь и продолжаю активно вымешивать еще 2 минуты. Добавляю сливочное масло и перемешиваю, чтобы масло полностью растворилось в заварной основе. Добавляю сок и цедру от 1 лимона. Перемешиваю, чтобы все ингредиенты смешались. После приготовления заварной крем необходимо полностью охладить в холодильнике. Вот такой пышный нежный бисквит на кефире получился. Оставляю бисквит на решетке до полного остывания. Остывший бисквит разрезаю на 3 бисквитных коржа ножом-пилой. При отсутствии ножа-пилы воспользуйтесь очень острым ножом. На рабочую поверхность для сборки торта наношу немного крема для устойчивости. Укладываю первый бисквитный корж внутренней стороной вверх. С помощью столовой ложки выкладываю холодный крем. В целом на каждый бисквитный корж идет по 10 столовых ложек заварного крема. Осторожно распределяю заварной крем по поверхности бисквитного коржа силиконовой лопаткой. Распределить крем можно любым удобным предметом, с которым привыкли работать. Друзья, если нравятся мои видео рецепты с тортами, буду очень благодарен, если поставите лайк. Сверху укладываю второй бисквитный корж и повторяю идентичные манипуляции, собирая торт. Окончательно закрываю торт последним бисквитным коржом пористой стороной внутрь. Сверху выкладываю несколько столовых ложек заварного крема, чтобы немного крема осталось для декорирования. Осторожно распределяю крем по поверхности бисквитного коржа. Выравниваю крем плоским шпателем. Выровненный торт убираю в холодильник на 1 час для стабилизации. На охлажденный торт наношу кремовые мазки при помощи шпателя. Такие мазки также можно наносить с помощью ножа. Обсыпаю торт кокосовой стружкой экстра помола. Это настолько мелкий помол, что по внешнему виду схож с кокосовой мукой. Готовый торт убираю в холодильник минимум на 2 часа для напитывания и стабилизации. Мой торт тропиканка простоял в холодильнике несколько часов. Он отлично напитался и стабилизировался. Заварной крем настолько напитал пористые бисквитные коржи, что получилась однородная заварная начинка с лимонным ароматом, которая просто тает во рту. Остановиться на одной порции этого тропического торта очень сложно. Гармоничное сочетание заварного крема с лимонным ароматом вместе с мягкими бисквитными коржами на кефире делают этот торт очень насыщенным и приятным по текстуре. Тропиканка понравится всем любителям тортов с ярким вкусом, превращая любые посиделки в настоящий праздник. Рекомендую подавать торт тропиканка с горячим чаем без сахара. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.